Индустрия видеоигр никогда не стоит на месте, она постоянно развивается, движется в новом направлении, порой даже удивляет. И как бы мы ни ностальгировали, но все же времена кнопочных телефонов прошли, им на смену пришли смартфоны, которые стали гораздо мощнее. Вскоре разработчики почувствовали, что за этим стоит будущее, однако из-за того, что на платных играх далеко не уедешь, стала появляться система Pay to Win, которая давала пользователю условно бесплатные проекты. Именно из-за такой системы слово «мобильный гейминг» стало синонимом слова «ужас». Сегодня мы поговорим об одном таком представителе. В 2009 году на свет появилась первая часть Real Racing, сделанная австралийской компанией Firemind. Игра вышла исключительно на iOS. Игра произвела такой фурор, что уже к концу 2009 года появилась отдельная часть, посвященная автомобилям Volkswagen. Первая игра в серии, имевшая лицензионные автомобили, хоть и одного концерна. Вы мне, наверное, не поверите, но даже Мик Гордон приложил руку к саундтреку этой игры. Вскоре, в 2010 году, вышла вторая часть, которую тоже приняли довольно тепло. Она уже имела лицензионное авто от разных брендов и даже основанное на собственном движке Mind 3D. Сама игра посетила даже Mac, а после Firemind объединили с еще одной компанией Electronic Arts, а именно Iron Monkeys, которая к тому моменту работала над серией Need for Speed для мобильников. И вот студия из двух компаний под названием Fire Monkeys создает в 2013 году третью часть, которая изначально была платной, однако это продлилось недолго. Помните, я говорил, что система Pay to Win приносила больше дохода? Так в Electronic Arts это понимали, и уже в 2014-2015 году игра перешла на данную систему. Ее ждал оглушительный успех, лицензионный саундтрек, много автомобилей, огромная карьера и прекрасная графика, особенно на момент выхода. В то время с игрой обезьян могли конкурировать лишь Gameloft со своим GT Racing 2, но стоит признать, что игра от французов не могла похвастаться такой же хорошей графикой и физикой. На данный момент Real Racing скачали более 100 миллионов раз. Ее автопарк состоит из 400 авто, если не считать удаленные Toyota, включает небольшой тюнинг внешки и внутренности каждого автомобиля. Карьера поделилась на два этапа: автоспорт с различными заездами, такими как Формула-1, NASCAR, Le Mans и прочими соревнованиями, а также дорожная коллекция, которая включала заезды на различных авто от какого-нибудь Ford Focus до Koenigsegg Agera. Куча трасс, акций, игру по сей день обновляют, однако так продолжаться не может. Сменить саундтрек, добавить новые трассы и авто — это, конечно, круто, немного оживляет игру, однако за это время на телефоны успели выйти такие проекты, как Grid Autosport, Assetto Corsa Mobile и даже Project Cars Go, будь она неладна. Поэтому 14 сентября Electronic Arts выпустила в открытый альфа-тест следующую часть серии Real Racing Next, которая на данный момент доступна для скачивания только на Android и только из Канады и Австралии. Минимальные системные требования вы видите на своих экранах. Да, они довольно серьезные, и не каждый может позволить себе поиграть в данный проект. На данный момент игра имеет несколько автомобилей и пару трасс, но уже на этом этапе нам представляют систему тюнинга, которая требует реальных вложений. Помимо этого не забыли про лутбоксы, не забыли про платные карточки, а также премиум пасс. И тут я задаюсь вопросом: я разлюбил третью часть серии как раз за гринд и вот эти вот постоянные выкачивания денег. И вместо того, чтобы уменьшить донат или хотя бы оставить его на прежнем уровне, Electronic Arts берут и в наглую пихают все подряд. Это вообще нормально? У вас совесть-то есть? Давайте поговорим и о плюсах данной игры. К примеру, графика. Она выглядит шикарно, отражение в зеркалах, вид из салона, правда, спидометр не работает, хотя если судить по системкам, тут должно все выглядеть супер. Физика тоже неплохая, особенно если сравнивать с другими проектами. Это все круто, конечно, спору нет, но режим карьеры как бы его не существует в этой игре, и будет ли он вообще, я не могу вам сказать. Многие звуки и музыка взяты прямиком из предыдущей части игры, хотя разработчики обещают их заменить на полноценные в релизе. По оптимизации игра лучше, чем Racing Master от Codemasters, однако там хотя бы не просили донатить в бета-тесте, да и возможностей там куда больше, включая полноценный режим карьеры. Также примерно год назад на сайте ArtStation выложили вот такие концепты. Они очень похожи на нынешнюю игру, но именуются как Real Racing 4. На официальном сайте Electronic Arts есть небольшой факт по игре. Сейчас я вам его зачитаю. Мы хотели рассказать нашим игрокам, которые играют в Real Racing 3 последние 9 лет, кое-что интересное. Real Racing Next — это наш первый шаг в создании следующей игры Real Racing. Мы находимся на ранних стадиях тестирования небольшого набора функций и контента, чтобы получить ранние отзывы игроков. Это не запуск новой игры, и мы будем развивать ее функции на основе полученных отзывов. Мы продолжим выпускать контент в Real Racing 3, вашей любимой мобильной гоночной игре, поскольку мы делаем новые шаги в изучении будущего Real Racing. Вероятно, у вас есть много вопросов, и именно здесь вы можете найти ответы. Что такое Real Racing Next? Это очень ранняя версия следующей итерации игры. В настоящее время он доступен только для игроков в Android в некоторых регионах.
Когда выйдет Real Racing Next? Мы не готовы объявить дату выпуска игры, поскольку мы все еще находимся на ранних стадиях разработки. Real Racing Next новая игра. Игра находится на ранней стадии тестирования и не готова к полномасштабной разработке. Опять же, это очень ранний тест, поскольку мы исследуем, как будет выглядеть следующая итерация Real Racing. Будут ли Fire Monkeys по-прежнему создавать контент для третьей части? Да, мы стремимся предоставить игрокам и фанатам весь тот контент, который они ожидают от Real Racing 3. Почему данная игра проходит тестирование так рано? Real Racing популярная игра, хотим быть уверены в том, что доставляем лучшие впечатления фанатам, и хотим протестировать игру как можно раньше, чтобы получить отзывы. Как я могу принять участие в тесте? Игра будет доступна в разделе «Ранний доступ» в магазине Google Play только в Австралии и Канаде в течение короткого периода времени. Если игра доступна в вашей стране, зайдите в магазин Google Play и найдите Real Racing Next. Оптимизация относительно Racing Master лучше, однако пока игра находится в альфа-тестировании, FPS в игре постоянно падает, так что если хотите качать, то будьте готовы к этому. Я бы подождал полноценного релиза, однако вы можете поиграть уже сейчас. Создавайте аккаунт Google Play через VPN Канады или Австралии, либо качайте АПК по ссылке в описании. Но еще раз повторяю, заработает он не у всех. А что лично я скажу, какие у меня впечатления? Игра очень сырая, оно и понятно, это альфа-тест, однако уже обидно за поведение EA в плане доната, слишком уж перегнули в этот раз, но графика, физика вполне себе хорошие, поэтому если у вас есть возможность, качайте и пробуйте, а также пишите свое мнение в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!